взяла и все перекрасила. Я и мебель не стала менять. Здесь по плану должно было быть 2 комнаты. Я немножко изменила. Поэтому, когда они вошли в ремонт, все пошло как по маслу. Лавка уличная. Очень крутая экономия. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Очень рада вас видеть у себя в гостях. Добро пожаловать. Меня зовут Анна. Я дизайнер интерьера. Вы могли уже меня видеть с моим проектом 2019 года под поэтичным названием «Песня о Байкале» на канале In My Room. И сегодня вы у меня в гостях, и я расскажу вам на своем собственном примере, как за месяц и за миллион преобразовать пространство в 74 квадратных метра. Ну, рассказывай про свою квартиру, где мы находимся, что это за дом. Мы находимся в 5 минутах ходьбы от Преображенской площади. Дом индивидуальной постройки, у него очень нестандартные планировки, если ты заметила уже даже по этой конфигурации стен. Дом 2008 года постройки, то есть, и я так понимаю, что больше такого проекта нигде не было. Это классный район, я его обожаю. Здесь рядом 2 парка, Преображенка, Сокольники, Измайловский парк. Здесь очень много исторических зданий. То есть там буквально 10 минут, и ты увидишь электрозавод, ты увидишь особняк Носова в стиле модерн. А с какого года ты здесь живешь? Очень давно. Наверное, лет 15. И квартире столько же? То есть ты въехала... Я въехала чуть попозже. То есть в 2008 мы построили, а я въехала года 2 позже. Угу. И что здесь было, когда ты приобрела эту квартиру? Здесь было ничего. То есть, когда я вошла, я вообще очень сильно испугалась, потому что я увидела крошечную совершенно кухню. Знаешь, что так кирпичиками были выложены ее границы. Здесь должен был быть вход, а здесь была такой остроконечной дорожка из кирпичей, показывающая границы. И здесь была огромнейшая комната, а там вот длинный-длинный узкий коридор. И я так на это все посмотрела, думаю, боже мой, вообще, что с этим мне всем делать? А стен не было, только очертания? Нет, стен не было. Я еще тогда не была дизайнером. Я работала во внешнеэкономической деятельности. Дизайнеров как таковых там еще, знаешь, особо не было. Эта профессия, она только набирала обороты. Вот, и я нашла кого-то, кто мне что-то начал предлагать. По крайней мере, это делал профессионально в программе, не на бумажке. Вот, и моим тогда запросом было... Знаешь, очень скромно на самом деле. То есть у меня было желание здесь поселить велосипеды, потому что, если ты видела, у нас тамбур очень узкий, то есть там их держать совершенно негде. Также я очень хотела гардеробную, и чтобы там хранить весь хлам, потому что большая система хранения мне не нужна была вообще. У меня мало вещей, раз в полгода я все выбрасываю, обновляю. Вот. И также мне нужен был камин. И, пожалуй, все. То есть о втором санузле я даже и не помышляла. Вот сейчас я, кстати, об этом очень сильно жалею, потому что вот этой площадью я распорядилась, прям крайне неэффективно, скажем так. То есть, что тебе удалось переделать здесь? Давай так. За то время, когда я здесь жила, я поняла, что зеленого цвета для меня уже перебором. Я камин, который был в этом углу, у себя полностью изжил, я хотела от него избавиться. Меня очень сильно напрягала наша барная стойка, отсутствие обычного обеденного стола и очень куцый маленький диванчик, на котором никто не помещался. Вот, поэтому... также, кстати, я обнаружила для себя, что мне крайне вообще неприятно ходить по ламинату. Вот. И меня очень сильно раздражали еще и натяжные потолки, которые, к тому же, мне сделали совершенно неправильно. И когда я открывала форточки, у меня потолок вот так вот ходил ходуном, всасывался к бетону. Да, там проступали жилы из проводов. То есть это был просто какой-то кошмар. И еще на тот момент не было натяжных потолков с теневым профилем, как сейчас это делают. А мои строители отказались закрывать вот эту жуткую резиночку, у меня, кстати, еще в этой комнате он остался, карнизом, сказали, что это типа невозможно. Вот, поэтому, когда наступила пандемия, мы уехали жить на дачу, квартира освободилась, я думаю, отлично, самое время сейчас просто взять
и быстро все сделать и переделать так, как я хочу. А как тебе удалось за месяц и за миллион это сделать? Вот что ты прям по шагам переделала? Я понимаю, потолок, полы, как я понимаю. Потолок, полы, стены. Я перенесла проводку, потому что телевизор теперь на новом месте. С этой люстрой немножечко поколдовала. Ну, естественно, заменила всю плитку на кухне, заменила фасады. Хотя конфигурация общая осталась прежняя. Единственное, что я добавила, это антресоль наверху. Она мне по факту не нужна. То есть, если мы сейчас ее откроем, там пусто. Но для геометрии пространства мне было архиважно, потому что ты сама видишь, насколько парадно сейчас смотрится эта кухня, насколько она вытянула помещение вверх, дала воздуха. Давай, наверное, посмотрим, что у тебя получилось в переделке. Давай. Давай начнем с кухни. Расскажи поподробнее, что здесь было до, и затем посмотрим, что же изменилось. Ну, естественно, я заменила плитку. Я ее, кстати, урезала в объеме, потому что раньше граница кухни проходила, граница вот плитки проходила вот здесь, по холодильнику. И у тебя здесь теплый пол. У меня здесь теплый пол, потому что вот здесь должен быть радиатор. Но так как ты видишь, кухня крошечная, мне нужно было дополнительные места хранения, я его снесла и компенсировала за счет теплого пола. Так как полы я полностью поменяла, мне пришлось поменять и теплые полы, потому что они кладутся на плиточный клей и отрываются вместе с плиткой. Я взяла теплые полы от бренда Теплолюкс. Мне нужны были сильные, ну как бы мощные отопления, потому что площадь я сократила, площадь отопления. А сейчас эксперт от Теплолюкс расскажет про самые частые ошибки при укладке теплого пола. Всем привет! Меня зовут Илья Ворников. Я являюсь руководителем технического департамента группы «Атлантик» Теплолюкс. И сегодня мы разберем топ главных ошибок при укладке теплого пола. Самая частая ошибка – это неверный расчет площади укладки теплого пола. Что необходимо помнить? Мы не учитываем места, где установлена мебель. Второе. Мы всегда отступаем по 5 см от каждой стены. И третье. Мы не устанавливаем теплый пол вблизи других нагревателей. Вторая частая ошибка – это неправильное расположение датчика температур. Кто-то устанавливает его над или рядом с кабелем. Правильное расположение кабеля – это равноудаленное расстояние между двух нагревательных элементов. Следующая частая ошибка связана также с датчиком температур. Его всегда прокладываем в гофре. Для чего это нужно? В случае поломки датчика мы с легкостью сможем его заменить. Ну и, конечно, не забываем про заглушку, которая защитит наш датчик от заливки стяжкой. И последний мой совет – выбирайте теплые полы Теплолюкс. Это безопасно, просто и надежно. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках In My Room. Ну, функционально кухня практически не поменялась, потому что я оставила предыдущий каркас, я оставила столешницу. А из чего столешница? Это искусственный камень. И он все 15 лет тут лежит, и все с ним хорошо? Да, все с ним хорошо. Нет, на самом деле он вот тут слегка потрескался. При желании можно вызвать мастера, и он его снова зашлифует. Но мне никак не доходят руки до этого. Но визуально, конечно, она очень сильно преобразовалась, потому что полностью я заменила фасады, они теперь и цвет другой, и форма другая, и все здесь другое. А из чего фасады? Это натуральное дерево, это МДФ. То есть кухня фактически здесь одно из самых таких дорогих решений. Сколько тебе вышло поменять фасады? Если я правильно помню, где-то 200 тысяч. Только на фасады. Внутренности все остались Да, только те на же. фасады, да. Но потому что я использовала дорогие материалы. Дальше у тебя, получается, здесь инженерная доска. Угу. Да, из какого она дерева? Дуб. Дубовая. И, конечно, самый такой болезненный момент напольных стыков. Чем он у тебя выполнен? Он такой аккуратненький здесь. Здесь вообще просто плиточный затирка. Обычная. Обычная затирка, да. Не эпоксидная. Нет. Так аккуратно. Ну, это, наверное, Это руки да, мастера. да, конечно. Давай дальше пойдем по отделочным материалам. На фартуке такой же материал, как и на полу, да, та же плитка. Да, мне хотелось, чтобы плитка с фартука стекла на пол. Хотя, ты знаешь, в последнее время я часто в своих проектах делаю вообще кухню без плитки, и в том случае, если она присоединена к гостиной. И вполне себе нормальное решение проходит. Но будет ли она 15 лет держаться как? 15 лет она будет держаться. Дерево, к тому же, оно хоть и мягкое, но его можно реставрировать. Но если это натуральное дерево, Конечно. если это инженерка или... Нет, если это ламинат, то там уже все зависит от класса.
Если хороший класс брать, то это почти как плитка. А вот не всегда. Я сейчас взяла 33-й Да. класс, и он что-то... Скололся. Он сдулся и скололся, ну, на грани вот этого. А вот эта стена, которая позади тебя, она такая осталась, или ты тоже здесь меняла Нет, плитку? я, конечно же, тоже ее заменила. Раньше она была коричневая, такая безобразная. А сейчас я взяла одну из самых дешевых плиток российского производителя. Она, мне кажется, прям очень здорово имитирует какие-то изразцы, что ли. И таким образом за счет этой плитки у меня вот этот воздуховод превратился как будто бы в какой-то там каминный портал, не знаю, что-то такое. Есть ассоциация с печью Мгм. какой-то. Да. И там у тебя доступ к чему-то, да? Да. Можешь показать, Конечно же, пожалуйста? там обычный лючок, где скрываются коммуникации. Вот, можете заглянуть. Удобно сделано. Ну, Это самое главное. И там у тебя же счетчики. Да, соответственно. конечно. Мгм. мне вообще нужно было что-то подобное, потому что, опять же таки, все же началось с коридора, все же началось с моих велосипедов, ради которых я выстроила забор, там, город построила, понимаешь, сделала экстерьер в интерьере. И так как там на фреске изображен город Брюгге, мне нужно было что-то такое, увязывающее историю, город, какой-то некий классический элемент, скажем так. В Брюгге я знаю, что в старых городах очень много используют камины, и поэтому что-то от этого осталось и здесь. Отсылка такая. Да, такая отсылка небольшая. А холодильник у тебя остался на том же месте, где он и был, да? Да, Ты тот же решила самый не холодильник. делать ничего, не встраивать, никак не закрывать. Мне некуда его встраивать, потому что тут ниша не глубокая. Я никуда не могу его встроить. Ну и плюс холодильник сам по В себе. идеале, конечно, я бы его с удовольствием бы здесь, спрятала, замуровала, но узких холодильников, как узких стиральных машинок, еще не придумали. Это правда. Ну давай вернемся, наверное, к кухне по наполнению, да? Мгм. Она осталась такой же, как и была. Давай Да, посмотрим, абсолютно. что у тебя внутри. Пожалуйста. Здесь все по классике. Мойка, под ней А сантехнику ты меняла? нет. Тоже все оставила? Нет, да. В качестве. Да, все было нормально сделано, поэтому все хорошо. Здесь, естественно, мусорное ведро, здесь посудомойка, здесь у меня выдвижные ящики, подложки, вилки, здесь под мелкие всякие штуки, типа пакетов, фольги, бумаги для запекания, а здесь у меня хранятся кастрюли и сковородки. А бытовую технику ты тоже не меняла? Единственное мое приобретение – это мультиварка. А встроенную все осталось, как и было? Да, все как Мгм. было. Единственное, что у меня была раньше у меня была родная панель, но строители мне ее неправильно подсоединили, и она сгорела. Поэтому мы купили другую. Угу, поняла. Ну давай дальше по хранению. Там угловая история, она всегда тяжело всем дается. Угловая история у меня тоже банальная, нету здесь никаких выкатных ящиков, потому что у меня там хранятся долгоиграющие вещи, типа, там, знаешь, запчастей от моего кухонного комбайна, которым я не так часто пользуюсь. И там же у меня хранится картошка, лук и морковка. Но задействовано все пространство. Задействовано угловое. абсолютно все, потому что все лежит в корзинах, и корзины легко вытаскивать. Мгм. Вот. Здесь у меня очень неглубокие ящики, там буквально 19 или 18 сантиметров внутри, но они очень удобные для хранения всяких хруп. Они глубокие, они получились за счет... Потому что вот здесь идет стена, это же подоконник. Да. И, по идее, здесь уже должен быть радиатор, который я благополучно снесла. И вот максимальная глубина встройки получилась 18 сантиметров. Но все равно хранение есть. Да, и его более чем достаточно. А верх покажешь? Да, пожалуйста. Вот это, кстати, очень классное решение, мне понравилось, потому что раньше у меня, до этого ремонта, у меня как раз СВЧ стояла на Занимала столешнице, место. занимала место, да, и это было неудобно. А ты, получается, продлила шкаф или просто укоротила фасад? Понимаешь, в чем дело? Так как я все равно переделывала верх и достраивала антресоль, то я просто попросила вот этот ящик тоже переделать. И все. То есть единственный ящик, который Да. претерпел преобразование. Да, Мгм. да. Но зато у меня теперь здесь стаканчики хранятся. А не нагревается, когда она работает? Нет, нет. Она, видишь, она чуть-чуть выдвинута вперед, и воздух выходит. Вот. Здесь вытяжка по классике. Здесь у меня, что-то такое. Хранение. Хранение. Здесь тарелочки. И сушка, И наверное. А что с потолком вы здесь делали? Ничего. Тут ничего не переделали. Здесь как раз-таки единственное, и не считая коридор,
место, где был потолок из гипсокартона, и он меня вполне устраивал. Здесь висела люстра, которой я никогда не пользовалась, потому что я пещерный человек. Знаешь, когда солнце садится, я вообще не включаю верхний свет, мне он не нужен. Так вот, значит, люстра отсюда за счет длинного провода переехала над обеденным столом. Это вообще самый простой, самый известный, мне кажется, абажур Икея. Он из бумаги, стоит копейки, 990 рублей, как сейчас помню. У меня даже лежит запасной, потому что я решила, что, ну, как же я буду ухаживать за бумажной люстрой, она же со временем испортится. Ее не помыть. Ее не помыть, не почистить никак нельзя, поэтому, я думаю, буду менять каждый год. Возможно, самим можно сделать, просто так скомкать бумагу и нанизать несколько слоев. Вообще, у меня так не получилось бы скомкать. Это дело рук моей подруги-скульптора. Она пришла и так все это живописно сложила, что я до сих пор любуюсь ее творением. Она меня безумно радует. Действительно красиво получилось. Скажи, а вот есть моменты, которые бы ты поменяла? Вот, например, на кухне, может быть, какие-то косяки ты выявила за столько лет использования? Ой, я бы сейчас снова все применяла, конечно же. Наверное, я бы вообще уже отказалась от плитки и сделала бы здесь исключительно деревянный пол. Моей очень сильной ошибкой было то, что я разрешила покрасить ручки. Хотя продаются и белые ручки. Я не знаю, почему мне мой производитель привез эти алюминиевые, покрашенные в белый цвет. Они облезли сразу же, буквально там через месяц, через два. Все остальное осталось бы, в принципе, на своих местах, потому что я не вижу здесь никакой другой альтернативы. Я бы сейчас, естественно, сделала бы второй санузел, изменила бы полностью прихожую, и, возможно, я бы сделала отдельный кабинет и отдельную спальню, потому что у нас не несущий внешний контур, его можно ломать, присоединять, и это все безболезненно. Угу. А несущих конструкций вообще нет? Или вот, например? Несущие конструкции у нас есть в виде вот этих вот опор. Да? Вот они здесь, в детской их видно, и там. Ну, минимально, в общем, да, несущего. то есть минимально. Угу. У InMaroom есть телеграм-канал, где вы найдете множество идей для вашего ремонта, дизайна, а также скидки, акции от партнеров, анонсы новых видео. Ссылка в описании. А расскажи про столовую зону. Стол, как я понимаю, раскладывается. Большой ли он становится? Ну, не сильно большой. Сейчас он 1,10 м и становится 1,40 м. А он также стоял, да? Зона была здесь же, на этом же Его месте? вообще не было. Вот здесь была барная стойка, к ней был придвинут диван, и все было развернуто в этот угол, где стоял камин, и над ним телевизор. Вообще, чтобы ты понимала, камин и телевизор — вещи не очень совместимые. А камин прям настоящий был? Ну, в смысле, Нет, конечно, не настоящий, фальш-камин. а отапливаемый, да? Я имею в Нет, виду? это был фальш-камин со свечками. Все, я поняла. Ну, мы обязательно приложим фотографии, как это все было. И ты решила развернуть вообще все действие Я в решила другую развернуть сторону. пространство, потому что не очень приятно смотреть, сидеть на диване, смотреть телевизор в углу и при этом видеть входную дверь. То есть мне гораздо комфортнее прятать такие зоны релакса, да, от входной двери. Поэтому диван переехал сюда. Телевизор занял место в бывшем длинном узком коридоре. Вместо барной стойки появился стол. Вообще, как бы идея барной стойки — это такая... Ее почему-то очень многие хотят, но по факту она не очень удобная в эксплуатации. Сидеть на нем было крайне неудобно, особенно когда приходили гости. И вообще я считаю, что барный стол — это такое хорошее дополнение к обеденной зоне, и его нужно ставить только если есть красивый какой-нибудь вид. Вот у меня недавно был проект в Зеларте, да, там, знаешь, там такие эркерные окна, и вот там очень хорошо сделать такую кофе-поинт, и я там делала, но не здесь. Угу. Ну, соответственно, ты полностью новый весь комплект купила, да? 100%, да. Угу. Давай пройдем дальше. Расскажи про гостиную. Опять же, мы поняли, что она была развернута абсолютно в другую сторону. Здесь ты тоже меняла цвет стен. Как раз-таки ты говорила, что здесь ты меняла розетки. Расскажи поподробнее про это. Угу. Ну, я сняла старые обои и перекрасила стены. Теперь они, видишь, нюдовые. Я все равно сохранила теплый оттенок, потому что у меня северная сторона, плохое освещение, и мне нужно визуально утеплять эту комнату. Выравнивали стены после того, как обои сняли? Ну, конечно, да. То есть я нанимала бригаду, то есть это не я все делала, там с валиком я не стояла. Но все равно просто очень хорошая сумма, в которую тебе удалось уложиться. Да, я тебе даже могу сказать, у меня бригада взяла очень мало, то есть они уложились где-то
150 тысяч это вместе с черновыми материалами. Это они и пол переделывали, и штробили, Да. и выравнивали стены. Да, да. И сделали неплохо. То еще есть к у тому меня же. кухня стоила дороже, чем их работа. Ничего себе, как тебе повезло с бригадой. Ну давай вернемся к гостиной. Мгм. Окраска здесь какая? Она моющаяся или глубокоматовая? Глубокоматовая, она типа моющаяся, но по факту нет. Мне кажется, глубокоматовая и моющаяся вообще понятия Вещи несовместимые. да, Да. 100%. А расскажи про диван, он не раскладывается, как я вижу, да? Нет. Это не винтаж или это под винтаж? Такой Это mid-century? под винтаж, это совершенно абсолютно современный диван. Стоит очень недорого, порядка 40 тысяч. Ну, это односпальное место, все. То есть он не раскладывается. Длина, наверное, будет Про растения переходить. спроси. Да, на ту Они сторону. дохнут. Как у тебя не дохнут Они растения? дохнут. Они дохнут. Да. Мы медленно передвигаемся в сторону прихожей, вообще нет никаких дверей, тут так все и было, да? То так все и было, да. И сейчас я бы сделала по-другому. А как бы ты переделала? Ну, вообще, знаешь, 74 метра, сделать здесь всего лишь 2 комнаты, это, на мой взгляд, прям большое упущение. Сейчас и вот этой зоной особенно я прям расточительно распорядилась, потому что здесь помещался бы и второй санузел, и гардеробная, и даже мои велосипеды могли просто прекрасно стоять здесь вместо огромной вот этой вот лавки. А лавка вообще уличная, как я поняла. Лавка уличная, да, она как раз здесь для того, чтобы поддерживать вот эту мою идею экстерьера в интерьере. Но по факту она такая большая и не нужна, знаешь. Мы, как правило, сюда бросаем какие-нибудь сумки, рюкзаки, и она не всегда в таком вот чистом, опрятном виде. Вот, достаточно было бы просто пуфика. А стены тоже не перекрашивала, все осталось как есть. Здесь были обои, они были зелеными, стены остались зелеными, но просто я сняла обои. А плитка тоже осталась такая, как была? Нет, вот плитку я как раз перекрасила. И как ты перекрашивала специально краской для плиток, правильно? Да, но я Что ты не скажешь про это решение? Все Это- это очень спорят про это. Да, все спорят, и это ужасное решение на самом деле, потому что грамотно перекрасить плитку так, чтобы она не облезала, это очень сложно и трудоемко. Я, естественно, пренебрегла всем процессом, потому что пока делался ремонт, я вообще решила не трогать эту зону. Я думала, ну я до нее доберусь, что-нибудь поменяю потом. Вот. А по факту, там уже буквально через 3 месяца она меня начала сильно напрягать, потому что плитка изначально была такого прям ярко-рыжего цвета. Как смеялись мои подруги, я подбирала интерьер, делала интерьер под своего кота рыжего. Где Кошку. Ну, сейчас он живет у подруги. Вот, это отдельная история. Вот, и так как я не сделала шлифовку, а просто нанесла покрытие, естественно, мне приходится его довольно часто обновлять, потому что царапины появляются моментально. То есть это не износоустойчивое покрытие. Я бы его не рекомендовала. Это фотообои у тебя такие, это как раз таки брюгге. И здесь ты еще сделала как такой французский балкончик, чтобы было ощущение улицы, правильно? Но это остатки первоначального ремонта. Было роскошь. Ну, как ты понимаешь, я получила на руки планировку. А дальше я была окрыленная тем, что я могу наконец-то развернуть свой творческий потенциал. И вот я тут извращалась как могла. Я не использовала понятие стиля, я, кстати, до сих пор его не люблю. У меня была идея, глобальная идея поместить вот свои велосипеды, там, кстати, часть на балконе, чтобы они здесь как-то органично смотрелись. Это прям твое главное, основное хобби в жизни, да? Оно не хобби, это просто образ жизни, который нужно вписать в квартиру. Потому что, как я говорила, мне неудобно тащить их каждый раз на паркинг. В паркинг нужно спускаться, оттуда как-то их вывозить. И там за дверью тоже их держать негде, потому что узкий коридор. Поэтому они 100% должны были здесь. А летом, знаете ли, имея 2 парка под рукой, хочется сесть на велосипед и покатиться. Вот, поэтому все ради них. Все было сделано под них и ради них. Поэтому появился забор, появилась вот эта улица. Раньше здесь висел фонарь уличный, лавка. А по хранению давай посмотрим, что у тебя здесь есть. По хранению все очень просто. Встроенный шкаф? Да, один единственный встроенный шкаф, куда все, в принципе, помещается. Здесь у меня выкатные ящики под обувь. Это Икея, да, хранение еще? Нет, это не Икея бы у меня не поместилось, потому что у меня нестандартный здесь размер, поэтому я заказывала их. Здесь под короткую одежду, сверху у меня там обувь хранится, долгосрочное хранение, да. Ну и здесь такая же история, просто у меня еще сбоку осталось место под сумки. У тебя он такой глубокий? Он не глубокий, он сквозной, он плавно переходит в гардеробную. Все, я теперь поняла, но это мы с другой стороны, получается, увидим.
А здесь несущая вот эта балка, куда ты свет встраивала, или это ты надстраивала? Нет, мне пришлось ее настроить для того, чтобы было куда поставить забор. Опять же таки, забор поставлен так высоко для того, чтобы сэкономить деньги. Вот все. Ну, у тебя достаточно много света на таком небольшом метраже. Расскажи про него поподробнее. Ну, просто это очень далеко от окон. А в коридоре как раз мне нужно яркое освещение. Если в гостиной, там, в комнатах я редко использую освещение яркое, то здесь мне нужно заходить и видеть, что у меня в шкафу, ну и так далее. Угу. Ну, я повесила бра, и, соответственно, если я захожу в квартиру вечером, темное время суток, то я не включаю верхний свет, я включаю только бра. А люстра меняет теплоту. Ну, я могу продемонстрировать. Сейчас она холодным светит, а я люблю, когда она желтая. Более приглушенная. Ну да. Поуютнее. А она заела. Извините. Сейчас так красиво переключалась. Она реально заела. Ну, давай зайдем, наверное, в спальню, посмотрим, что ты там сделала. Что было до? Ну, до была перегородка, она же и осталась. А дальше были очень темные обои, синие, и белая мебель. Так, и что здесь поменялось, помимо... Ты сняла обои, перекрасила стены. Я не стала снимать обои, я просто взяла и все перекрасила. Я и мебель не стала менять. Я просто все перекрасила. Перекрасила обои, несмотря на то, что они были бумажными и не предназначены для покраски. И перекрасила свою мебель и шкаф. И вот нарисовала вот это вот, потому что я хотела... У меня была идея, знаешь, там картина, в коридоре картина, везде картины, и мне хотелось сюда, ну, что-нибудь не картины. Зеркала я не очень люблю, я вообще хотела сюда гобелен какой-нибудь найти прикольный. Но все, что я видела, оно все было не в формате, знаешь, оно было либо вертикальное, либо очень узкое и короткое. И в итоге я плюнула, взяла кисточку, валик и нарисовала. А ты сама это рисовала? Да. Так аккуратно получилось. Да. А скажи, вот ты говоришь, обои не были предназначены под покраску, а ты как-то их обрабатывала заранее? Нет. Просто рискнула Просто и перекрасила? рискнула, да, причем краска обычная, вот эмульсионная краска на водной основе, казалось бы, все нормально. Не отвалились? Все Нет, осталось как я попробовала сначала немножко в шкафу это сделать, посмотрела, нормально, держится, и все, и дальше решила красить. А сама перекрашивала? Нет, я нанимала. И мебель, и стены? Да. Угу. А мебель, расскажи, чем, какой краской перекрашивать? Есть специальная краска для мебели, и, собственно говоря, ею, и все здорово держится, знаешь. И это неплохая экономия, чем покупать новую Это мебель. очень крутая экономия, потому что мне хватило одной единственной банки литровой, стоит она 1200 рублей. На всю мебель? На всю мебель, на то, чтобы перекрасить стол, тумбы и кровать. А шкаф перекрашивали той же краской, что и стены? Да, я даже не стала заморачиваться и не покупала отдельную какую-то. То есть это та же краска водоэмульсионная, которая не для мебели, а для обоев. Давай посмотрим, наверное, что у тебя в шкафу внутри. Интересно, насколько он вместительный. А шкаф, кстати, не супер вместительный, потому что я больше переживала за свои проходы, которые в итоге оказались, видишь, огромными. А шкаф я урезала. Можно было сделать глубину 60, а он у меня 45. Ну, все влезает? Да, и вот они, эти синие обои. А, здесь они и остались. Да, они здесь и остались. Ну, здесь традиционно длинная одежда, короткая одежда, там елка. И там, видимо, еще кусок старого пола. И кусок старого пола. Тут можно Да. посмотреть, какой квартира была Да. до. Да. А во второй части? Но во второй части там выдвижные ящики и тоже... тут у меня гладильная доска. Здесь у меня одежда для глажки. Здесь, ну вот, Угу. сами все видите. А скажи, может быть, ты сейчас бы что-то поменяла по... Да, я бы сейчас Строение передвинула вот комнаты. эту стенку на 20 сантиметров в сторону гостиной. То есть расширила бы спальню? Да, потому что планировку-то мне сделали, а размеры мне не дали. И я, знаешь, поставила эту стенку за счет того, что у меня матрас 2 метра, а на изголовье, на толщину изголовья я ничего не прибавила. Собственно говоря, вот эта мебель сколоченная из ДСП, она и получилась такой, потому что я не могла себе позволить отдельную кровать с мягким изголовьем, потому что у нее внешние габариты, естественно, больше матраса. А сколько матрас в ширину?
В ширину 160. А скажи, ты говорила, чтобы ты сейчас отгородила кабинет отдельно, хотя здесь достаточно много места, и он как будто в своей зоне стоит. Почему? Ты бы здесь поставила какую-то стенку, да, сделала бы отдельное прям помещение? Просто когда я стала дизайнером, мне стало интересно, какую бы предложила вот своему заказчику планировку я. И я рисовала и поняла, что здесь можно было бы сделать жилье больше, чем на 3 людей, да, то есть здесь можно было сделать и отдельную спальню, либо детскую дополнительную, отдельно кабинет. Но мне просто жалко мою лоджию, которую я в свое время не присоединила, мне жалко было денег, но их и не было так много, вот. А по факту вот эта стена, она не несущая, которая разделяет лоджию, да, которая разделяет спальню и лоджию, она не несущая, то есть совершенно спокойно можно было ее снять, здесь сделать стенку, и получилось бы еще 2 больших комнаты. Давай тогда пройдем на лоджию. Ты говоришь, твое любимое место, она у тебя используемая, да? Но она у меня используется только в теплое время года. Она неотапливаемая, соответственно. Нет, она не отапливаемая. А ее ты как-то меняла? Да, я ее меняла. Но зимой там паркуются велосипеды. Пойдем посмотрим? Да, проходите. Здесь по отделке осталось все то же самое, что и было. Я ее только перекрасила. Раньше она была желтого цвета. И поменяла кресло. Кресло точно винтажное. Кресло 100% винтажное. Это вообще кресло моей бабушки с дедушкой. Ты его сохранила? Я его сохранила, я его переобила. И это, кстати, совершенно недорого. То есть новое кресло стоит там порядка 40, от 40 и выше, правильно? А это все у меня обошлось в 25 тысяч. Прекрасно. А ты еще и ковер тоже родной, тоже бабушкин. То есть у тебя здесь такой бабушкин уголок воспоминаний. Да, да. Это комод Икеа, я его хотела в свое время тоже перекрасить, но у меня так руки не дошли, и в итоге он неплохо и так вписался. Мне кажется, да, он хорошо еще. Да, я заменила освещение, у меня был другой торшер, и я еще достала вот этот вот столик за 2000 рублей. И сюда его тоже поставила, он тоже удобный, потому что он как поднос, вообще его можно снимать. И летом здесь очень кайфово сидеть, читать. У меня переезжают сюда все цветы. Если ты видишь, у меня здесь продолжается тема интерьера в экстерьере. У меня здесь сделан заборчик. А, это ты сделала его? Да, это еще из первого ремонта, он тоже остался. Вот, сейчас тут осталась пока зимняя композиция, а потом цветы будут стоять. Красота. А освещение ты здесь верхнее тоже меняла? Ну, как меняла? Они все осталось на своих местах. Я просто сняла старые плафоны, которые были, знаешь, в одной стилистике с уличным фонарем, который висел в коридоре. И я заменила их просто на обычные современные таблетки. А расскажи, мы нигде с тобой не говорили про плинтуса, а тут я вижу, что, видимо, остались с предыдущего ремонта. Да. И, ну, это, знаешь, раньше была такая фишка, что плинтуса делали такими же, как полы, по цвету и даже по материалу. Поэтому здесь у меня еще остались рыжие и коротенькие. А во всей остальной квартире я заменила их на, как и положено, высокие и белые. А из потому чего? что у меня двери белые. Из чего они? Новые плинтуса у меня из МДФ. Угу. А сколько сантиметров они получились в высоту? Ну, они относительно высокие, у них 15 сантиметров. Но, опять же таки, я подбирала их относительно высоты самого помещения. То есть, как правило, я заранее покупаю по палочке плинтуса и карниза, привожу на объект, все это примеряю, смотрю, все ли соответствует масштабу, и только тогда уже закупаю всю партию. Угу. А скажи, а двери ты меняла? Нет. Двери оставила? Да. Ну, потому что дорого менять двери, потому что сейчас модны, во-первых, высокие двери. Одна высокая дверь стоит, ну, порядка 60 тысяч. Плюс надо менять стену. Да, плюс надо вырезать порталы. Ну, в общем, это целая история, поэтому я решила их оставить как есть. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room, там очень много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего рум-тура, то присылайте свои фотографии готового ремонта вот на эту почту. У нас остались с тобой помещения, в которых, насколько я знаю, ты ничего не поменяла, не хотела нам показывать, пришлось тебя уговаривать, но давай все равно хоть одним глазком на них посмотрим. Давай, одним глазком. Да, хорошо. С чего начнем? Ну, самая ближайшая дверь – это гардеробная. Давай взглянем. Она же кладовка. Она прям осталась такой, как она была. Да, тут даже можно увидеть старые полы, вот некрашенную плитку, обои голубые. Это те самые обои. Те самые обои. А сейчас бы ты говоришь, из нее бы сделала постирочную, я правильно понимаю? Или второй санузел? Второй санузел. Второй санузел. С постирочной.
А Все влезает. ты бы не стала вообще делать никакой ни кладовки, ни гардеробной? Мне кажется, это настолько нужная вещь. Нет, почему? У меня хватает достаточно места в прихожей, чтобы вынести гардеробную туда дальше. То есть за место Да, пространства то есть прихожей. здесь можно было бы организовать второй санузел, простирочную и плюс еще гардеробную. Мгм. А это как раз с этой стороны можно увидеть, куда уходит шкаф из прихожей. Да. Давай посмотрим оставшиеся помещения. Так, здесь у меня санузел. Он прям остался тоже. Он тоже абсолютно остался таким. Проходи туда. неизменным. Что бы ты здесь сейчас бы поменяла? Естественно, цветовую палитру и плитку полностью бы заменила. Я бы сейчас не стала делать плитку по всему периметру стен. Достаточно только ванны. Остальное бы под покраску? А бы остальное, да, исключительно под покраску. Мгм. И я бы убрала бы отсюда стиральную машину. Я бы развернула унитаз по-другому. И, естественно, заменила бы мебель. А что бы ты оставила? Вот какое решение 100% здесь тебе нравится? Вот это. Это сушка, да? Покажи. Да, мне. это сушка. Она, кстати, пожелтела со временем, была абсолютно белая. И сливалась со стеной. И за это я ее очень люблю. Она компактная, но при этом у меня вмещается здесь постельное белье. Шикарно. Покажем хоть, что ты хозяйственная, может, тебя погрузить теперь. Надо снять как-то... У тебя решение на стиралке, что продолжается столешница с зоны, где под раковиной. Ну да, ты все правильно считала, потому что мне нужно было визуально сделать их, единым целым. А это стекло? Да, это стекло. Просто лист черного стекла положила сверху и немножечко завуалировала таким образом. А ты его стиральную ничем не машину. закрепляла? Он просто лежит сверху? Да. Так просто. Мгм. И выглядит хорошо. Да. Ну, осталась последняя комната. Что же у нас там? Не будем смотреть. Ты все не хочешь ее показывать, Нет. да? Насколько я знаю, это комната сына, который изначально нам на самом деле запретил там снимать. Да. Но мы все равно для наших дорогих зрителей Прорвемся, да? прорвемся, да. Давай. Буквально на минуту. Ну да. Здесь тоже все осталось, как было в первоначальном Да. варианте ремонта, да? Да. Скажи, а что бы ты сейчас здесь поменял? Абсолютно все. Ты бы ничего здесь не оставила? Нет. А вот мне кажется, что очень классное решение у тебя с пробковой стеной. Вот это до сих пор актуально. Может быть. Если бы сын попросил, я бы ее оставила. А так сын нет. ничего не хочет здесь менять? Нет. Ему все нравится. Он не видит в этом какого-то особого смысла для него. Лучше деньги спустить на путешествие. Я ужасно не люблю вот эти многоуровневые потолки, которые были в свое время очень сильно популярны. Этот овал я собственноручно учила строителей рисовать. Они не знали как. Сейчас бы я его снесла бы, естественно. Тоже собственноручно. Собственноручно, да, снесла бы обои и поменяла бы полностью мебель. В плане планировки тут, конечно, есть разные варианты. Пока так. А сколько здесь метров квадратных примерно? 17. Ну, достаточно большая комната. Большая. И 2 окна. Да, хорошее расположение. Про подкаст можно это сказать. Я та самая бесячая ведущая вас. Слушайте мой чудесный голосок еще в подкасте. Большое спасибо, что пришли ко мне в гости. А если у зрителей остались еще вопросы, можете задавать их в комментариях. Я на все отвечу. Пока-пока. Пока-пока.